Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад «Поворот судьбы». Давайте узнаем, какие подсказки в этот судьбоносный период. И я делаю расклад в начале июня планетарно. Правда, много транзитов, которые, хотим мы или нет, меняют нашу жизнь. Обстановка может меняться. И даже если в ваши планы не входило что-то там реструктурировать, обстоятельства могут к этому понуждать, что ты вынужден что-то пересмотреть. И судьбоносный поворот, если мы говорим, это всегда момент перехода между прошлым и будущим. Исходя из этой концепции, давайте с вами построим расклад и достанем первые три карты. События ближайшего будущего. Это то, что есть сейчас. И исходя из того, что на данный момент, как будет строиться в ближайшее будущее. И отдаленное будущее. Это последующие три карты. И вот эту тенденцию мы положим друг напротив друга карты. Мы можем проследить, как карты видят ход развития событий. Конечно, будем реалистами. Любой расклад не передаст все ваши тревоги, чаяния, мои дорогие рыбы и рыбки. Но и жизнь не бывает полностью предсказуема. Порой она походит на игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Давайте узнаем. События ближайшего будущего. Три карты. События отдаленного будущего. И мы не ставим временных рамок. У кого-то это может, как пространство уплотняется, и проиграться за недели, дни, ну, может быть, месяцы считанные, а у кого-то будет растягиваться до конца года. Все зависит от того, какие вы намерения, цели перед собой ставите. Тут кто никаких целей не ставит, в принципе, ну, как-то не думает более глобально, нет грандиозных замыслов, но ведь тогда вот эти самые обстоятельства, они все равно нас вынудят или подведут к какому-то итогу. Поэтому мы не ставим ограничений по времени. В чем риск на этот период? От чего вы сами откажетесь? Что скрыто? Что будет вам помогать? Итак, события ближайшего будущего. Вот правда и ничего, кроме правды. Оттолкнуться от того, что быть реалистом, мои дорогие рыбы и рыбки. Рыцарь мечей. У кого-то из вас правильно оценить обстановку. По этой карте могут быть разные абсолютно ситуации. Иногда все-таки рыцарь. Это может быть связано либо с приездом человека, либо вашей какой-то поездкой, которая, ну, вынуждена, нужно съездить, может быть, в определенную местность и там, на месте уже с чем-то разобраться, решить какой-то вопрос. Или иногда бывают буквально проверяющие, мои дорогие, поэтому будьте аккуратны, которые мы тоже не ждали, а они пришли. И такое бывает. Карта сама по себе не такая крупная, но она может показывать несговорчивого человека или обстоятельства, которые тоже, ну, где-то нас могут ставить в тупик, или это может быть для нас ситуация, когда мы однажды растерялись, а нам нужно себя вот так в кучку собрать для того, чтобы четко, хладнокровно, без эмоций найти нужную, опять же, информацию, именно то, что является правдой. Потому что нам могут подавать что-то совершенно противоположное истине. И выдавать это за истину в последней инстанции. Доверяй, но проверяй — основной девиз, и ничего, кроме правды, как я сказала. Может быть, и нужно куда-то поехать, но значит, это необходимо для того, чтобы что-то прояснить, чтобы потом о чем-то не сожалеть. И какое-то решение вы будете принимать, это точно. Но туз жезлов — это, знаете, когда мы чем-то вдохновлены, нам что-то нравится. Эта карта, безусловно, как и вдохновение, так и оптимизма. И это окончательное решение. Вам придется в ближайшее будущее принимать вот это важное судьбоносное решение. Будьте внимательны к своим решениям и мыслям.
чтобы о чем-то не пожалеть, об упущенном времени или каких-то возможностях. Мелкая карта, но о том, что мне надо было действовать раньше. Вот не должно быть такого, мои дорогие. Вот этот самый импульс по тузу жезлов, когда мы готовы какую-то ситуацию изменить. И для кого-то из вас она как раз и будет означать, что это у меня была какая-то пауза, или я прежде, может быть, как-то неправильно поступила, а теперь вы видите, что ситуация вам дает шанс, пространство, Вселенная, как-то изменить свою жизнь. И вам захочется, вот у кого сейчас настроение, прямо скажем так, себе. Для кого вот эта карта проигрывается в данный период времени, когда вы смотрите видео, когда есть какое-то сожаление. Я не могу сказать, что это трагедия. Нет, мелкая карта, повторюсь. Но в то же время, что, ну вот, я вроде как была возможность, а я вот эти козыри жизни или эту какую-то счастливая, может быть, как билет, который мне выпадал, я не воспользовался. Вот может быть такой, просто момент. Но у каждого здесь какая-то будет своя составляющая жизни. На данный период времени, я бы сказала, оценить правильно обстановку. И если у вас сейчас действительно есть какой-то как личный план, самое время просчитать, создать тезис уже план. Тезис это имеется в виду пошагово и приступить к его осуществлению. Давайте будем узнавать, как же в дальнейшем будут развиваться события. И если вы где-то, вот если мы говорим про переезд, про поездку или про, может быть, как новое дело, к которому вы надумаете приступить, но будете так вот присматриваться или что-то для себя просчитывать. Сумею ли я организовать жизнь по-новому? Или сумею ли я построить свою, допустим, для кого-то карьеру, а для кого-то обустроить жизнь на новом месте? Опять же, у каждого в своей сфере жизни. Как-то вот по-новому. А нам выпадает десятка монет, и нам говорят «да». Вы знаете, тут сама по себе по максимуму десятка монет– это карта благополучия, уверенности в сегодняшнем и в завтрашнем дне, когда и деньги есть, когда и дом полная чаша, когда и близкие нас поддерживают, и когда вообще все у нас хорошо. И верхняя эта карта как раз рыцарь мечей у нас выпадает. И значит, если вы здраво как-то правильно оцените, что есть на данный момент, тогда и правильные решения вы какие-то принимаете, которые в последующем вы останетесь одним словом довольны. То, что правильный какой-то выбор сделали. Давайте посмотрим. По крайней мере, так и будут развиваться события. Более того, вы себя поблагодарите. Карта башни означает, как я говорю, успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. И у меня есть на канале расклады, которые я делаю на Таро ангелов. И там буквально даже прорисовано, как ангел выводит человека, или точнее отводит от той башни, берет за руку и отводит, от той башни, которая будет разрушена вот-вот от попадания молнии. Вот в этом значении, что вы себя поблагодарите, что вышли из какой-то патовой ситуации. И может быть, и прежде был какой-то вариант, но вы, ну вот было сожаление. Есть какое-то почему-то сожаление по человеку, по делу, по упущенным возможностям или, ну, по любому абсолютно поводу. Но теперь это не важно. Вам судьба предлагает какой-то другой вариант, который, кто знает, еще более интересен, более весомый. И от вашего правильного решения будет зависеть ваше благополучие на последующий период времени. Посмотрите, как волшебно. Для кого-то буквально может проиграться, что вы срочно соберетесь, куда-то поедете. Может быть, и будете продумывать, просчитывать что-то, как я обустрою жизнь, как я на новом месте найду работу, или чем я буду заниматься, или учиться, или, ну, вот как-то организовывать себя и все то, что вокруг меня, или мои близкие еще. Ведь у вас две карты, десятка кубков и десятка пентаклей. А в середине башня. На кону ваше счастье, ваше благополучие. И правда, для кого-то из вас прежняя какая-то ситуация была уже проигрышем. Я
прихожу больше к такому выводу. Пусть это событие ближайшего будущего. Скорее всего, мои дорогие рыбы и рыбки, это вы уже не хотите какого-то повторения, каких-то сложностей, может быть, вот по рыцарю мечей. Для кого-то ведь это может проиграться как вопросы с законом. Иногда у нас рыцарь мечей может означать человека в погонах. Или еще какие-то вот подобные моменты. И после этого было какое-то сожаление. Есть какая-то взаимосвязь. А теперь действительно вот этот шанс, какая-то тема. Быть счастливым. Но эта тема не заканчивается. Потому что что-то вокруг вас в обстоятельствах, ведь это центральная карта нижнего ряда, и это старший аркан. Нам говорят, что обстоятельства будут меняться. Но ты, благодаря правильно принятым решениям, потом себя поблагодаришь. И как-то вот в личной жизни у вас, пусть это не будет быстро, но поворот в сторону изобилия, процветания, взаимопонимания, эмпатии. Так и где-то по финансам или по вопросам вашего жилища. Тут тоже с плюсом десятка пентаклей, повторюсь, и десятка кубков. В чем риск? А вы откажетесь от каких-то возможностей. Восьмерка монет. В том, что приложенные усилия, они пойдут куда-то не туда. Или вы вообще откажетесь что-то делать, или в чем-то участвовать. Может быть, и есть выбор. А вы не увидите эту возможность. Может быть, вы не увидите возможность профессионального роста. Или какие-то возможности, ну, в новом направлении, и откажетесь что-то изучать. Для себя вообще какую-то перспективу по заработкам вы тоже можете не увидеть. Но сказать, что что-то вам мешает, я не могу. Но риск именно будет заключен в том, что сама как по себе возможность заработать деньги, тут и нельзя ошибиться, кстати. Мы помним, что до конца 2024 года легкие деньги опасны. Поэтому карта для кого-то вам подсказывает, ты в лотерею не играй. Будет ценно то, что ты сам заработаешь. Но и на период Плутона в Водолее, это вообще на 20 лет. Помните, что как и мутные сделки, так и какие-то сомнительные статьи дохода, это то, что может осложнить нашу жизнь лет через 5, через энное количество лет. Мы уже успеем забыть, а какая-то нам обратка прилетит, и нам придется один на один разбираться с проблемой. Поэтому риск себе не создаем, и тогда этот риск может прийти где-то через деньги. А может быть для вас, чтобы достичь какого-то уровня, который вы себе надумали, вам придется много работать. Но оно того тогда стоит. Может быть и так. Все зависит от того, кто меня смотрит и какие планы вы поставили. Но на кону, повторюсь, изобилие, процветание и какие-то возможности, мои дорогие. Давайте мы с вами узнаем, что же, от чего вы сами откажетесь? И по семерке мечей мы отказываемся от хитрых людей, и где-то сами не хотим хитрить. Мы хотим больше ясности. И те люди, которые вас, может быть, прежде подводили, хитрили с вами, скорее всего, вы простите с ними. Вы их можете вообще вычеркнуть из жизни. Может быть, какой-то, как тема с учетом рыцаря мечей, вскроется, когда кто-то вас обманул. И вы проститесь с этим человеком, возможно, и какой-то разговор даже будет. Но, поверьте, у вас будет тот период, когда вам будет легче, потому что не придется... Какие-то обманы уходят из вашей жизни, и с другой стороны, когда вам самим тоже не захочется уже выкручиваться, больше стабильности, понимания, вам хочется обустроить свою жизнь, и вы будете отказываться, как и от людей, которые склонны вами манипулировать. Вы их будете видеть, чувствовать за версту, потому что вам хочется отстроить именно то, что по-настоящему ценно. И вы люди интуитивные, и поэтому, если кто-то начнет с вами хитрить, скорее всего, вы это прочувствуете сразу. И вы откажетесь еще и от сомнительных, скорее всего, личностей, по крайней мере, по какому-то своему прежнему именно опыту.
которые вас уже раз подводили или, может быть, поставили вас в сложную щекотливую ситуацию. Вы не склонны будете вообще где-то доверять, за исключением узкого круга людей. Вот интересно. Что скрыто? Вы не хотите, с одной стороны, это карта императора, карта законной власти, карта, когда мы и уважаем и власть, и иерархию, порядок, традиции, где-то мы тоже уважаем, и тогда закон в отношении нас тоже работает со знаком плюс. Скрыто то, что мы вообще не должны как-то поступать опрометчиво. Правда, истина и ничего, кроме правды. Мы с этого с вами начинали. И, видимо, в отношении каких-то составления документов, подписание документов, неважно, что это, какая бумага будет, вам нужно все проверять. Вам нужно предвидеть на пару шагов вперед, как это согласуется с законом. Может быть, вам и придется общаться с сильными мира сего. Для кого-то из вас эта карта может говорить о том, что если ты что-то сделаешь, ну вот как-то тяп-ляп, или кому-то доверишься, а информацию не перепроверишь, правда, ты себе не должен осложнить жизнь, поэтому еще раз повторяю, будьте внимательны. Именно в скрытом, как будто состоянии, выпадает карта власти император. Это то, что вы можете теперь не видеть. Конечно, карта может говорить, а для кого-то из вас создастся ситуация, когда вы можете новую должность получить, когда вы можете, и с учетом двух прекрасных карт, которые у вас выпадают, пусть на отдаленное будущее, но тем не менее, это изменить собственный статус, к примеру, через работу. Конечно, у кого-то из вас, мои дорогие девочки, это будет смена статуса по личной жизни, такое тоже может быть. И тогда это будет тот человек, на которого вы сможете положиться. Безусловно, это не для всех. Потому что старший аркан можно применить, начиная от провластных структур, так и буквально кончая значением императора, того императора, который для вас олицетворяет, может быть, супруга или отца, к примеру. Что скрыто? Значит, ну вот какие-то взаимоотношения, которые будут строиться, или помощь конкретного человека, возможно, и какой-то совет, или взаимодействие, которое вам придется учитывать. По этой карте нам еще тоже говорят отчасти, если мы в контексте «что скрыто», как будто не создать, вот будьте внимательны, не создать такую ситуацию, когда за вами кто-то наблюдает. Все же первая карта выпадает рыцарь мечей с учетом императора. Не должно быть вообще какого-то противоречия с законом или подзаконными актами, или каким-то вашим поведением, мои дорогие рыбы и рыбки. Меня ведь разные люди смотрят. И рыбы, и рыбки, вы родились в разное время. И в зависимости от дня, в зависимости от года, совершенно разные характеры. И кто-то из вас, такой человек, может быть очень жесткий. И тогда не поставьте себя буквально под удар, потому что, чтобы не было какого-то противостояния, все-таки император в позиции скрыта, тут надо быть внимательным, это правда. И что вам помогает? А вот знаете, какой-то хаос помогает. Или какое-то соперничество, соревнование. Вот говорят, двое дерутся, а третий как будто наблюдает, и он самый и правильный, и он и в выигрыше остается. И карта-то по семерке жезлов нам говорят, наблюдай со стороны. Вам могут что-то предлагать, или вас буквально кто-то может цеплять специально, но зная ваш, допустим, характер или какие-то струны вашей души, пытаться сыграть там какую-то свою песню. И здесь двояко. С одной стороны, это могут быть, как, допустим, ну, какой-то негатив в ваш адрес. Кто-то, мы говорим, ляпнул. А вы это приняли глубоко к сердцу и начали кому-то что-то доказывать. А карта нам говорит, нет. Отступи полшага назад, оцени обстановку, лучше вообще ни в чем не участвовать. Нам ведь не показано ни на одной карте семерка жезлов в колодах Таро, что была бы какая-то борьба. Первое значение, как совет идет с этой картой, отступи. Проанализируй, что происходит, надо тебе в этом участвовать или нет. Так вот и с другой стороны, это могут быть те предложения, которые выглядят так, вау, хочется этим заниматься. А если найти информацию, то получится овчинка выделки не стоит, а то еще какие-то проблемы с законом. Вот будьте внимательны. С одной стороны, вам помогает этот хаос. Для кого-то буквально какая-то пока сумятица длится,
может быть, вокруг вас, вы за этот период решите какой-то свой вопрос. У кого-то это может проигрываться, как, знаете, в законах. Иногда у нас принимают законы, а спустя какое-то время, недели 2-3, тут по-разному, плюс-минус, выходит подзаконный акт. Потому что закон приняли, потом понимают, и нет, вот какой-то пункт не учли. Но в сыром виде какой-то период этот закон существует. И здесь вот нужно держать руку на пульсе, если у вас есть такие задачи, когда вы какие-то вопросы решали буквально через суд, и закон, он в отношении вас как-то не работал. Вот здесь до конца 2024 года в законодательстве что-то может тоже измениться. Держите руку на пульсе. Это не значит, что мы сразу участвуем, но это значит, что мы наблюдаем. И поэтому вам нужно быть очень прозорливым и внимательным. Не в плане того, что быстрее куда-то сорваться, побежать, а для того, чтобы быстрее что-то проанализировать. И вы должны наблюдать. Если мы говорим, что за вами наблюдают, тут ведь может наблюдение быть, когда вы устраиваетесь на работу, на новую, и за вами наблюдает руководитель, вы не видите. А он о вас наводит какие-то справки, вот кстати. Но и вам-то самим не плашать, потому что даже как какая-то, если провокация есть, вы не должны на нее откликнуться. Но вот я, мне кажется, очень много позиций разложила. У каждого из вас все подряд не проиграется. У каждого будет что-то свое. Но центральный план, мои дорогие рыбы и рыбки, у вас две великолепные карты. Десятка пентаклей и десятка кубков. И все то, что с ними связано по части нашего благополучия и изобилия, процветания, радости, нашего комфорта, пребывания в комфортном месте нашего дома или нашей семьи. Это все в центре событий ближайшего будущего, так и до конца 2024. Вот совершенно другое качество жизни отстроить, несмотря на то, что, может быть, даже прежде был какой-то минус. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.